вопрос, я вообще не знаю, отменит либо нет, но они пробегают немножко мимо, тогда успеет. Вот 90%. Ну, кресты сейчас начнут падать быстро. Колющий урон 96. Успеет, но по... 99-60. Наш непобедимый Хера идет на рекорд. У него прямо сейчас 3045 рейтинга, и он не останавливается. На его пути появляются всякие топы, мистеры Йо, Эмбели и другие там Виви. Ребята агрессивные, которые пытаются сломать хребет Херы и забрать у него очень много очков. Можете сравнить, что вот у Херы 3000, там практически 50 рейтинга. У мистера Йо, который там, не знаю, наверное, топ-5 в мире, 2727 рейтинга. 8 побед подряд сейчас держит Хера, и он пытается занять, ну, как бы побить свой собственный рекорд уже, который раз. Но уже выше, чем 3000 рейтинга он один раз забирался, потом его упали, и идет он, пошел еще раз гриндить снова. Итак, у нас Аравия, как обычно, новый патч. Кур не слышно, не видно. Вроде как это стандартные, ну не стандартные, это, кстати, два юнита здесь из-под вида оленей. Зебра и какой-то индюк. Короче, всего лишь 2 на самом деле. Это интересно. Давайте поговорим о нациях. Но сначала отметим, что зеркально расположенные игроки довольно далеко, в принципе. Хорошо. Хера. Можно даже сразу заметить, что он ставит дома просто вот так вот. По сути, не особо парится о том, что там блокируют какие-то фермы. Ну и все. Зато берет бэковый лес. И играет он на британцах. Интересно, британцы... Классическая нация, но не очень популярная. Раньше они были довольно сильные за счет того, что у них стрельбище работало на 20% быстрее, командный бонус, сейчас всего лишь на 10% быстрее. Также стрелки начинают стрелять дальше на единичку дальности замковой эпохи и на 2 дальности с имперской эпохи. Хорошо, лучники у них сильные. Что касается экономики, у них целых 2 экономических бонуса, да, получается. Овцы добываются быстрее, на, по-моему, процентов 25, да. Но здесь вроде бы и стандартно 6 на овцах было, 6 на овцах. Соответственно, ратуши стоят дешевле, начиная с замковой эпохи, в 2 раза меньше леса. Они стоят не 275, а 138 леса. То есть, в принципе, хороший старт за счет овец, потом сильные лучники, дальше новые ратуши, то есть экономика. То, что, в принципе, Хера любит. Так в чем тогда проблема? Кажется, блин, на бумаге бриты очень сильные, да? Как бы их бонусы, они как-то друг другу помогают. Проблема, наверное, в предсказуемости скорее, да, то, что британец будет играть лучниками. Ну хорошо, посмотрим, что есть у хиндустанца. Сразу его первый бонус, ну, то, что у него крестьяне дешевле с каждой эпохи. По-моему, там на 8% в темной эпохе. И там что-то типа 13, 18, 23. В каждой эпохе все дешевле и дешевле крестьяне. Хороший эко-бонус, но и, наверное, с большего единственный. Дальше у них... Скауты верблюда имеют бонус урон по зданиям, в принципе, да. И также верблюды атакуют на 20% быстрее. Тоже, блин, солидно, конечно, вот эти 2 бонуса. Плюс, учитывая то, что у тебя крестьяне дешевле, у тебя, получается, больше еды остается, она как раз кавалерию. Но нет рыцарей у них, у хиндустанцев. Поэтому тупо рыцарями закидать лучников не получится. Но есть уникальный юнит Гулямчик, который довольно быстрый, но делается в замке и может резать лучников. У них высокая броня отстрел. Но надо добежать. Если пачка лучников будет большая, то добегут немногие. Итак, переход делается в 18-й без лума. Окей. Также, кстати, у хиндустанца бонус есть на порох. То есть канониры и даже пушки имеют дополнительную броню. Но это я еще не затрагивал уникальные технологии. Так, ну Хера довольно долго тут что-то подводит. В принципе, он... Ну, всего лишь 2 оленя, поэтому мельницу все-таки делает на ягодах и делает барак. Увидим ли мы тут каких-то мечников? Но явно нет хиндустанца, он вроде как выходит максимально быстро в скаутов. Тут стандартное развитие. Идет разведка. Опа! Ну что, Хера пощадил его? Слушайте, Хера переходит по сравнению с мистером Йо позже прям. И 20-й переход, и с лумом. Ну, то есть, соответственно, айдлов у ребят нету. Да, получается... на минуту 15 позже. Смотрите, где ставится барак мистером Йо. Можно сказать, рядом с лесом и золотом, да. Как-то так. Здесь барак перед ягодами на форварде. Кстати, делаются мечники из британцев. Вот это интересно. Вот это мне нравится.
Неожиданное решение. Я думаю, ее здесь будет такой поглядывать. А что, у тебя тут есть что-то или нет? Ну что, флажок? Флажок. Ну, кстати, нет. Ее уходит. Убегает. Здесь два крестьянина. Явно планируют вот такую стенку, да? Чтобы себе камень внутри оставить. Мистер Йой, соответственно, делает свою конюшню. Но есть маленькая проблема в том, что здесь есть холмик, правильно? Если с холмика придут мечники, то они будут наносить больше урона. Это интересно. Также давайте вообще посмотрим, какая тут пехота у британца. Отличная пехота, ребят. Есть чемпионы, либарды, есть сиапы в кузнице и есть гамбизон даже. То есть топовые мечники у британцев. А вот лучники у них, кстати, вопрос. Так, ну тут находят Херу. Но он пытается за счет холма тык-тык-тык, но у него скаут из темной эпохи, и он умирает. Но забирает, на самом деле, достаточно много хп, я бы сказал. Больше, чем можно было ожидать. Итак. 3 меча идут, топор. Отлично, отлично. На стрельбище хватает, то есть просто такие чутенькие мечники идут за британца с бонусом. Еда с овец была. Так, одна лесопилка, все дела, со стрельбищем пока не спешит, интересно. Ну, Хера не видел вот эту вот ситуацию, да, где можно помошнить конюшню. И хомут всю экономику делает. Уже 4 фермы, довольно рано. Скауты палец, явно нужно пику заказывать. Да, делается пика. Здесь заходят мужики, но понимают, что этот дом был построен давно. Так, здесь пытаются, смотрите, какую стенку делать, чтобы налез не прошел. Здесь тоже планируют, то есть вот как бы мыслит в категориях флангования. Так, от ратуши. Ну что, можно было поджог прокачать, но выбор Херы пал на экономику. Еще, бля. Ну, с хомутом тоже и мистер Йо, все-таки хиндустанцы тоже экономят в этом плане. Ну и все, будет ли делать стрельбище мистер Йо? Ну нет, он добавляет новые фермы. Так, здесь привол в последнюю секунду. Ну что, Хера, Хере нельзя проигрывать, нельзя ошибаться. На самом деле Хера играет тут... Ой-ой-ой, it's a trap! Каменные ворота используются. Он пытается пробиться, но ратуша тут помогает. И... Да. Пика пришла на форвард, но ничего не добилась. Так, ну можно убить ворота, и на самом деле... Успевает их отменить, я так понимаю, мистер Йо. У него остается 188 камня, и стрельбище он тоже делает и палит. В общем, да, вроде прикольно, но ворота-то удержать непонятно кем. Обратим внимание, что очень мало скаутов, да. Где-то стартового скаута таки слил мистер Йо. Ну, делает еще одного. Ну, думает. Будет, наверное, с кермо делать. Мало ли там лучники. Но он проверяет, есть ли лучники. Но Хера хитер. Он сетапит экономику по еде очень сильную и оставляет одного на золоте. То есть очень как будто халявно играет. И хочет замковый переход. Действительно, на минимуме ресурсов играет. И вот я бы напал. Ну, можно сделать поджог. Попытаться побесить. Но он, наверное, вспомнил, что тут есть стрельбище. И подойдет один скирма-лучник. Лучник-скирмик. И тогда может и не окупиться, да? Ну, можно поковырять, чтобы это как бы заставить, может, жителей двигаться тут как-то или что. Ну, и в конце концов развести его на одного лучника, да? Которого, опять же, делать может и не то, что хочется. Так. Оба друг друга кусают, но я так понимаю, заметил конюшню мистер Йо и контроли дальше. Здесь, смотрите, да, Скирм довольно агрессивно идет. Так, хорошо. Кузница. Ну, вот так как-то волится Хера, тоже непонятно для меня. Точнее, все понятно, на самом деле. Постепенно, ничего не боится. Добытые ресурсы у Херы сильно выше. Окей, окей. Интересно. Но он меньше в стены вкладывается, да? У него, по сути, это домики. Здесь стен больше идет, кресты меньше работают. Итак, нападение. Вспоминаем про бонус хиндустанца, да? Плюс 2 урона по зданиям. Армии практически нема. Но другой вопрос, что на самом деле это все мечниками отбивается. Но Хера и мечники, Хера и скауты, вот. Комбинация. Итак, посмотрим на... Конечно. Ее делает вид, что заснул, но нет, это не так. Так, опасно. Здесь где-то кто-то с холма, кто-то не с холма, но 4 скаута на самом деле застакались и бьют часто кол. Хера видит вообще это? Видит, но удержит ли? Тык-тык-тык-тык-тык. Очень интересный мув. Fortune. 150 еды тратит на то, чтобы все милишные юниты получили плюс единичку урона. Другой вопрос, что... Нормально. Пики зонят пока скаутов, хотя тут мечнику немножко по щам могут дать.
Так, минус пика еще. Где скауты? Скауты прячутся. 3 штуки. И здесь бой, но до атаки. Так, Интересно. Армии намного больше у Йо. Он уже со стрелой. Что у него тут? Стенки заканчиваются, но он контролит армию здесь. Хотя как контролит? Эти скауты могли бы быть где угодно, но они ждут. Хера играет от дефа. Новые фермы, вторая лесопилка. Ну что, здание терять? Может, придется. Почему скауты где-то... Ну, он прячет скаутов очень сильно. Хотя, должен помнить про... Так, тут дырочки вроде как нема пока что. Ну, скирмы не сильно крестьян могут завалить. Даже с холмика они наносят единичку урона. Все горит. Мечники, видите, сзади патрулируют. Пытаются дотекани резать, но дотекани нету. Так, тут из интересного, что золото уже на переход есть. А здесь поздновато выходит на золото. Ну... Я бы, наверное, еще какого-то мечника сделал. Ну ладно, он не делает. Он накопил скаутов. 6 скаутов с атакой за британца, да? То есть засетапил экономику по фермам. То есть приколите. Он сделал и мечников, и 6 скаутов, и атаку. И он готов к переходу. Ну, просто... Рассчитывает ресурсы очень жестко, нападает. И как будто бы... Да, реакция ее, конечно, была дизастричной. Ну все, надо, я думаю, отпускать здесь скирмов. Ну, грубо говоря, не, ну скауты с холма, в принципе, тоже могут навалять, но как только скирмы сдохли, скауты могут убегать, я думаю. Хочет добить этого скаута. Ну, в общем, размен... Ну вот кажется, да, если бы я играл, я бы подумал, блин, офигеть. Хера сделал так много скаутов, так много вложился, да, там мечники, скауты, даже атака, если проверить, есть. Наверное, он позже переходит. Ага, сейчас. Хера переходит уже в самковую эпоху. Вот это да. Ух ты, как много на золоте здесь. Ну и переход идет здесь. Так, Пик. Ера дерется с пикой. У него остался еще один мечник, у которого 4 убийства. Легенда. Сколько он нанес урона, офигеть. Ну, это учитывается с опозданием, да, так что такое. Так, ладно. Что будет дальше? Британец вообще построит хоть одно стрельбище? Или кого, или чего? Редко, конечно, когда ты не играл в феодале в лучников, да, и с нуля начать с лучников делать, ты просто не успеешь намаститься. Лучников все-таки надо намастить. Но за британца можно попробовать, потому что стрельбище работает быстрее. Но все же, 10% это такая фигня. То есть надо сразу 2 стрельбища делать и там по чуть-чуть делать. Но нет, Хера явно поставит ТЦшки. Господи, да у него ресурсов пипец много. Было бы у него 300 камней, он бы спокойно еще и 3-ю ТЦ сразу поставил дополнительно. Но здесь, кстати, 2 конюшни играют. И отметим, что у Йо нету рыцарей, есть верблюды. Но верблюды тут могут пригодиться против Херы. Он любит играть скаутами всякими. Здесь напрашивается обновить лесопилку. Ну, сейчас он ратуши будет ставить. Ну так, раз, два, рынок. Ну, рынок, да, наверное, он даже купит 100. Может, это и будет... Ага, ратуша на золото. А вот какие ратуши. То есть камень, лес, просто золото, но в перекрытии этого прохода. Пила, тыры-пыры. Тут вкладывается в седло, успел сделать до замковой эпошки. Кресты на готове. Ну что? То, что британец ставит плюс 3 ратуши, у него остается 800 лес, это, конечно, максимальный кринж. Так это он еще может поставить монастырь. Так, решил удалить домик здесь. И все-таки перестраивать лесопилку, да, но там столько леса, что можно было это сделать прям сильно раньше. 6 скаутов, а вот у Херы... Интересно, они, конечно, так играют, у них столько остается вот этих ресурсов, тут буквально больше 1000 ресурсов, тут тоже. И они спокойно играют, и все. Но здесь будут проблемы, блин, что это он тут? Так, монах только заказался, легкая кавалерия начинает наказывать крестьян, первый пошел. Но камень добывается. А здесь тоже немножко камень добывать. Еще университет, просто по приколу. Ну что, Хера как будто бы по классике 3 ТЦ, а потом замок будет делать. Здесь тоже монастырь типический от мистера Йо. Так, ну он хочет реликвии. Ну, интересно, что экономического преимущества... А, ну здесь тачка сделана, поэтому, наверное, все-таки у Хера есть, да, экономическое преимущество здесь. Хорошо, легкая кавалерия есть. Из интересного, что у британца тоже есть скорость на кавалерию. Но нет здоровья. 60 здоровья против 80 будет.
Так, ну что, есть впечатление, что реликвии теперь прям сильно ближе стали располагаться к игрокам, на самом деле. Посмотрите. Так, Хера реагирует, играет Адефа. Делает уже баллистику, ого. Ну, чтобы даже ратуши могли наказывать. Так, а здесь Хера спасет ли как-то этого жителя? Нет, интересные ворота, но он не получилось заблокировать полностью проход. Здесь было бы прикольно, он делает ворота, но баллистика еще не готова, да и в целом стрелы нету, чтобы наносить какой-то вменяемый урон. И здесь тоже 3 ТЦ, супер компактно. Добыча камня уже 8, но немножко сначала полечился и потом пойдет за реликвиями. В принципе, по реликвиям кажется, что будет 3-2 в пользу Йо, но не совсем понятно. Да, но это типичный Хера, который гуляет легкой кавалерией. У кого будет замок? Так, ну вот здесь золото форвардное, да, получается. Непонятно, как его Хера будет защищать. Да, такого нету мистера Йо. Альманахушек минус, он так был рядом с ТЦшкой, но нет. Надо было вот так вот тут заволиться. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Возможно. Вторая броня, даже ничего себе. Ну, это здорово. Так. Тут и близко нету ни брони, ни седла нету, да. Но есть дополнительная ратуша. Хера уже может ставить замок, на самом деле. Но мне кажется, он хочет сюда поставить замок. Так, монах тоже спрячется. Нет, замок идет на холмик, на центр, как бы, да. Замечает его Йо, делает свою тачку. Немножко поздно, как будто, но окей. И идет ставить свой замок, 15 крестьянош. Соответственно, делают тачку. Я думаю... А, стоп, он же не видел эту ратушу, но он хочет сюда, в открытую территорию, да. Я думаю, золото, камень. Ну и, в принципе, он вкладывается, да, то есть он больше вкладывается в армию. Хера вообще не вкладывается в армию. Я вспоминаю, кстати, как его наказывали за британцев, когда он там бумил, и его наказывают. Но здесь же какие проблемы у Хера могут быть? У него скоро второй замок будет, ему нужен... Так, тут скала мешает. Хера, на самом деле, не сильно контролит ситуацию, не бегает к врагу, просто сидит, как бы отыгрывает от себя. Но начинает делать лучников вторую стрелу. И здесь, да, казалось бы, ратуши хоть и сзади, но нету никакого вижена, аванпостов, и мы видим, замок идет. И Хера что может сделать? Ничего, скорее всего, либо замок, ну не может он... Легкая кавалерия не даст поставить замок, то есть Хера теряет здесь. И сразу осадка делается. Ух ты, это будет прям пуш, а ведь в осадке у нас не тараны, а осадные слоны за хиндустанцев, это прям топыч. Так, 3 креста потерял Хера, по реликам уже 2-2, где-то несется третий, не вижу где, честно говоря, ну ладно. Так, ну что? Ой-ой-ой, Хера проблемы. Минус ратуша. Так, ну здесь сразу слоны заказаны. Или это все-таки имперская эпоха? Имперская эпоха не идет ни от одного из игроков. Так, наши британские лучники. Здесь просто мужики стоят. Да, слон. И не знаю, что эти мужики собираются делать. Так, тут тоже есть взрыв, на самом деле. Была какая-то дырка, которую оставил. Так, ну здесь баллистика работает, правильно? На слона тоже действует вторая броня. Интересно, ну Хере надо второй замок делать. Вопрос открытый. Куда? Может быть, как раз таки сюда, раз там пушит. Да? А, ну здесь все-таки делает. Ну, слон приходит. Интересно, в импы никто не идет. Гулямы. А можно было, кстати, петарды делать и взорвать ТЦшку. Ну, окей, это такое. Так, гулямы. Но он не прокачивал на них броню, ведь, да? Вроде как скорость, вот только сейчас. Лучники пытаются убежать, но они все-таки помедленнее. Здесь ТЦшка так или иначе умрет. Пробегают юниты, но ранняя баллистика Хери здесь будет точно помогать. Все, стреляет у британца. Так, релики у нас 2-2. Что-то я не вижу. Кто-то стоит с реликом где-то. Отдыхает. А? Ага, вот релик. Понятно. Видимо, он его не видел. Ну что, слона можно спрятать в замок. Опа, и полечить. Но, ну нет, Хера таки пойдет в импы. А Йо, я так понимаю, не может. Он вкладывается дальше в осадных слонов. И в гулямов пока непонятно. Хера пользуется моментом и убегает. Уже делает, ну, как бы пятую ратшу, правда, здесь слил. Постоянно добавляет фермы. Ой-ой, я уверен, что Хера сейчас пипец напряжен. Можем чекнуть его АПМы там. Да, ну сейчас, кстати, у них какие-то странные АПМы. 33, серьезно. На расслабоне, на чиле. Много камня тут Хере нужно.
Монахи гуляют. Так, ну пуш готовится. Я думаю, ну да, Хера это должен понимать. Он делает катапульту одну. Хватит ли ее? Вот вопрос. Хватит ли ее? Ну... Отхил. Куда слон ушел-то? Сюда замок, интересно. Такой форвардный, но осторожный. 2 верблюда, ну-ка. Удаляет обоих, чтобы, ну, никого не свербовать. Но монаха тоже зарезал. Короче, размен интересный. Ну, видимо, мистер Йо шарит за конверты, поэтому он так и посчитал, что надо удалять. Вкладывается мистер Йо, реально вкладывается. Не боится импов, что ли? Ой-ой-ой, а что? Хера успеет? Тут же колющий урон его не успевает закикволить. Но вот вопрос, я вообще не знаю, отменит либо нет, но они пробегают немножко мимо, тогда успеет. Вот 90%. Ну, кресты сейчас начнут падать быстро. Колющий урон 96. Успеет, но по... 99-60. Вот. Это просто 0. И там поджог есть. Но выходят слоны в это время. Какая реакция? Одна катапульта. Они начинают чинить. Хера Касл. Вот когда ты перешел в клан с Даутом, вот что с тобой происходит, чувак. Слоны, конечно, здесь все-таки мрут и решают спастись. Имперская эпоха при этом идет, 50 ферм работает. Херы тоже, у Херы есть импы, появляется дополнительная дальность. Замок таки достраивает просто как от рандомной крестьянка. Лучники отвлекли. Лучников, ой-ой-ой, лучников тут сейчас тоже покарают. Но поэтому он их прячет в ТЦшку. В ТЦшке хватило мест для всех, потому что там уже мало крестьян. Здесь у нас что? Кресты теряются, не теряются, непонятно. Релики, 3-2, понятно. Новые ратуши, 5 ратуш, тоже хочу себе 5 ратуш. Кресты дешевые, почему бы нет. Итак, здесь нападение идет, и, кстати... Ну нет, кстати, третьей стрелы нету, неужели он кузницу где-то потерял? Кузницу это супер важно, третью стрелу сразу. Но нет, выбирает 3 бушета, и даже отсюда делает 3 буш... Нет, не отсюда, а отсюда. Понял, надо спушить этот форвард, потому что он бесит, это ресурсы, да. Так, а здесь спасет ли ратушу или нет? Ух, какой потнич! У Хера меньше крестьян, но у него преимущество, скажем так, в замках. И новые слоны выдвигаются, они делаются просто массово. Здесь что? Ай, гуляши прибежали, видимо, катапульту развалили. И выходят слоны, их никто не контрит абсолютно. Одна катапульта всего лишь была. Делается еще 2 экстренно, но сможет ли спастись? ХПшку не делал в универе здесь. Хера не доигрывает, что ли? Его крестам приходится заниматься всякой фигней вместо добычи ресурсов. Неужели теряют? Трибушет стреляет по слонам или мне показалось? Нет, это катапульта и замок минус. Британцы теряют замок, но... Так, слоны не рискнули пойти на трибуше. Там можно было бы как будто. Лучники идут на форвард. Третьей стрелы все еще нету. Хера как будто бы... уснул. Так, новые фермы. Вот что делает сразу Хера. Он как будто копит у элитного лучника. Имперская эпоха от мистера Йо. Он убил около 30 крестьян. Блин, тут слоны... Слонов постреливают. Ну-ка. Убьет катапульту, да? Слон быстрее. 0,66 скорость на... у слона 0,66, потому что есть канимоста. Ай, он не перегруппировывается, отходит туда-сюда. Боже, неповоротливый юнит. Итак, и химия. Прикольно, что Хера выходит в уникальных английских лучников. В принципе... Ну нет, да ладно. Он делает свич мечников. Сразу ап на мечника. Уже замкового. Сразу 3 барака. Сразу, наверное, кузница. Нет, в кузнице ничего не происходит. Здесь бы ратушу перестроить. Все-таки она дешевая. А здесь просто элитный гулям. Последней брони нет, но пофиг. Слушайте, ну, чемпионы? Неужели чемпионы? Ой, добили бы этих слонов. Они все-таки добьют эту катапульту, да? Ну, хер микри. Ну, добьют. Только если лучниками как-то сейчас блочат, то они должны догнать. Короче, вопрос в чем? Гулямы смогут или нет? Так они не ваншотают. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, мужик. Толкни слона. Слон, толкни слона. Запотел. Ну, кстати, у Йо есть 4 конюшни, и он будет рейдить. Еды у него много. То есть, по еде комбинация у него вырисовывается. Но здесь тоже и вторая тачка не забыта. Интересно. Кстати, 3 релика за Хиндустан. Если вкачать еще коронку на быструю добычу золота, вообще будет супер. Но здесь пока по коронкам все тухло. Дальность лучников, по-моему, сейчас будет 10. Чтобы сделать 12, надо прокачать элитку, которая сейчас не скоро пойдет, потому что еда тратится сюда. Либо
коронку серебряную, но она очень дорогая по лесу, 750, по-моему, леса стоит, это капец, она очень реально дорогая, она там по вышке, но дальность на лучников +1, ну окей, и так здесь и дальность достаточно. Здесь, кстати, 2 ТЦ, и еще замки. Ну что, Кера добывает здесь камень, но вот, кстати, было бы прикольно здесь стенку сделать, да, вот так вот. Вот это было бы довольно прикольно. Ну что, а чемпики-то у нас очень сильно забафаны, да? Их очень легко и дешево апать. Он сейчас чемпиона нажмет. Чемпион. И броня только сейчас первая, окей. Но они уже довольно сильные. Гуляши, они как бы дороже по золоту, но зато у них есть сквозной урон. Элитные гулямы. Серебряно-золотые такие чуваки. Ну здесь чемпы куда? Куда? Куда пошел? Хера не доконтролил, ребята. Хера отвлекся на рейды и не доконтролил, просто слил пачку до перехода. У него нет мечников. Здесь страйк прошел, но они тупо заходят, осадку выбивают сразу. Лучники все, что могут, это только либо встать сюда, да, даже они прячутся. Но замок будет готов снова, не готов замок. Гуляши просто наказывают. Херчика. Чемпы готовы? Сколько их? Где они? Их 0. 0, просто 0 они делаются. Реально рейды, походу, выбесили. Хер отстает, у него рейды везде. Ну, здесь надо уже какой-то непонятный скилл показывать, да, Хере? Везде контролить. Смотрите, что они делают с ратушей. Чум. Ратуши нема. И вторая ратуша? Ну, не знаю, спасется ли она. Здесь пожертвовать несколькими чуваками. Но чем больше расстояние, тем более косые они. Правильно? Реально. Так, ну что? Ну, я бы убивал ратушу. В конце концов. Будет ли пытаться чинить? А, не успел. Еще и крестов заход. Он не доконтролил. Потому что что? Ставить сюда замок. Замок, конечно, приятный очень. Может, на холмик бы все-таки. И убегает Йо. Блин, да неужели у Йо есть шансы? Йо на лимите. У него есть шансы. Но здесь форвард позиция и трибушеты готовы. Ёшкин-макарешкин. Ёшкин-макарешкин. 3 замка. Хоть он и исцелил один, но... В принципе, нормально. Так, коронка на Варвульф. Очень сильная коронка в перестрелке трибушетов. Но нужны сначала трибушеты, да? И они будут 100% попадать по требу. Но здесь 4 на холме. Нужна куча камней. То есть Хере нужно куча всего. А он отдает по добытым ресурсам. У него пехота полуапнута, полуняпнута. Непонятно. Этот замок прям вообще не хочется сливать. Покупает камень любой ценой, сразу его тратит. Чемпы начинают сражение массово идут. Лучники. Ой, не знаю. Чемпы вроде как у них урон 14, но они хорошо держат удар. В принципе, много гулямов разлетается. Но замок, походу, падет. Он пытается покупать постоянно там что-то. И замок упал. Еще и гусары прибегают. Лол. Все апы есть. Сразу свой замок сюда лупарит. Йо нужны поинты. Кто там набил поинты? Сюда. Хера убегает под свой замок больше. Вот этот, конечно, замок. Халявит камень. Ну, Хера, конечно, продакшн идет. На все ресы играет. Вроде как чемпы являются контрой, но он их не может скопить. Если этот замок поставится, будет печально. Варвульф вообще не сыграл. Я вообще не понял. Трибушеты там что-то сразу сдохли, как я. Ну, я их даже не заметил. Они сразу, видимо, сдохли. Замок уже готов. А еще у хиндустанца же садная инженерия он прокачал. То есть вообще жесткая цива, на самом деле. Контрпик или что? Здесь всех вырезали. Хера уже потерял 100 крестьян. Он пытается держать лимит. И здесь на холме вроде неплохо стоит. Хватит ли чемпов? Кресты танкуйте. Но новые гусары подходят. Лучники начинают отходить. Замок готов. И GGVP Херу выносят. И его стрик прервался. Не смог он апнуть 3050 рейтинга. 8 побед подряд. Но произошло наказание. Все-таки в эпохе есть люди, которые могут наказать Херу. Это отлично. Да, наверное, Цива здесь поспособствовала, но все же. Хера, я думаю, себя хорошо чувствует на британцах. Он знал, что будет. Он делал чемпов. Он не успел. Он не успел из-за разных факторов. Где-то здесь не доиграл, да, на слонах. Слил катапульту, слил замок лишний. Схалявил на катапульте. Здесь не смог, да. Даут замок у него. Ну, то есть потери крестов не обязательно. Здесь. Ну, здесь это уже последствия. А вот я говорю про необязательные ошибки, как бы. Здесь был врыв. Легкая кавалерия на золото. Стенки, мне кажется, не хватает. Ну, 100 ПМ на 70. Максимальный 202 на 130. Тут идеально. 10 слонов. Хиндустанчик. Четенько. Четенько. Давайте глянем статистику. Нормально, нормально. 250 на 180. Че у них такие красивые цифры, а?
Ну, что-то с броней тут сплоховал Хера. Ну да ладно. Его проблемы. У меня есть впечатление, что Хера все-таки перебумил. Хотя так не кажется, да, что у него... Ну, у него там было крестов. Короче, мне кажется, что за Брита тебе... Ну, он хочет вечно 140 крестов, мне кажется, 120, и все, надо выйти в кучу чемпов луков. Не хватило. Есть вероятность, что Хера не прокачал конскрипшн, да, поэтому он спамился не так быстро. Здесь же есть конскрипшн, есть и добыча золота, шатагни нам были не нужны, Варвульф, он просто не успел. Плюс там реально был момент, когда он, это я на стриме смотрел, был интересный очень момент. У него здесь стоят лучники, здесь недапанные двуручники, да? Звук атаки, и он почему-то реагирует на какую-то легкую кавалерию, 2 штуки, да, но абсолютно не заметил, что его мечники пошли сюда, и он не заметил, что тут тоже звук атаки, то есть не знаю, в чем проблема была, он слил там пачку, которая должна была апнуться и заснуболиться, я думаю, это была ключевая здесь ошибка. Не уверен, что не допустив ее, Хера бы выиграл, но все же. Ну, такой жесткий Хера, но не смог. И придется ждать. То есть ему сразу там отняло, наверное, поинтов 27. Придется убивать ему кучу челов, чтобы вернуться на этот рейтинг и пробовать взять высоты еще раз. Но это будет крайне тяжело. Каждая ошибка стоит ему очень дорого. Прям буквально там. Одна победа, одно поражение, 8 побед. Вот так вот.